Я рада приветствовать всех на своем канале. Сегодня будем рассматривать цветочный мотив. Он состоит из 6 лепестков. Вяжется быстро и легко. Кому интересно, оставайтесь со мной. Итак, мы начинаем. Для начала вязания нам нужно сделать кольцо амигуруми. Мы наматываем нить на пальчик. Заводим рабочую нить внутрь. И у нас получается такая петелька, полупетелька. Вводим крючок в петлю, провязываем первую воздушную петлю. Провязали. Теперь внутрь кольца нам надо провязать 8 столбиков без накида. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Соединяем, входим в первый столбик и соединяем ряд столбиком, соединительным столбиком. Вот так. Первый ряд у нас закончен. Не спешите затягивать ниточку. Сейчас я вам покажу, что мы делаем дальше. Начало второго ряда. 1 воздушная петля. И теперь нам надо провязать в кольцо 12 столбиков без накида. Опять же в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. В конце ряда в первый столбик мы провязываем, соединяем ряд соединительной петлей. Мы с вами связали второй ряд. Вот теперь мы тянем за ниточку и стягиваем, чтобы у нас получилась красивая серединка. Вот так. Ниточку не торопимся обрезать. Мы ее складываем с основной нитью и вяжем 2 воздушные петли. Это и есть начало третьего ряда. У нас есть 12 столбиков без накида в предыдущем ряду. Мы вяжем первый столбик, 2 воздушные петли нам заменили столбик с накидом. Мы теперь в этом ряду вяжем пышные столбики, состоящие из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. Мы заходим сюда же в основание воздушной цепочки. И из этого места, из этой точки не довязываем 2 столбика с накидом. На крючке у нас 3 петли, провязали всю одной петлей. Первый пышный столбик у нас готов. 2 воздушные петли. Переходим к следующему столбику. Вот он у нас. Из одной точки мы вяжем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом. На крючке у нас 4 петли, провязали всю одной петлей, 2 воздушные. Так у меня получилось. Заходим в следующую петлю. Здесь у нас видно только петельки. И провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. На крючке у нас 4 петли, провязали всю одной петлей, 2 воздушные. Заходим в следующую петлю, вяжем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. 2, 3. На крючке 4 петли, провязали всю одной петлей.
И так до конца ряда. 2 воздушные, заходим в следующую петлю или столбик предыдущего ряда и провязываем 3 столбика с накидом из одной точки. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей, 2 воздушные. В конце ряда заходим в первую петлю и соединительной петлей замыкаем ряд. Мы с вами связали 3-й ряд. Начало 4-го ряда, 1 воздушная петля подъема. У нас есть арочки, где у нас 2 воздушные петли. Мы заходим в первую, прям сюда же, в первую арочку и привязываемся столбиком без накида. 3 воздушные петли. Переходим в следующую арочку. Из этой арочки мы вывязываем пышный столбик, состоящий из 3 столбиков с накидом с одной вершиной. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей, 2 воздушные. И в эту же арочку еще 1 пышный столбик. 1, 2, 3. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные петли. Переходим в следующую арочку и привязываемся столбиком без накида. И так мы вяжем по всему кругу. У нас получаются лепесточки. Должно получиться таких 6 лепесточков. 3 воздушные. Переходим в следующую арочку. Вывязываем 2 пышных столбика с одной вершиной. На крючке 4 петли, провязали все одной петлей, 2 воздушные. Заходим сюда же, провязываем еще 1 пышный столбик. На крючке у нас 4 петли, провязали все одной петлей. 3 воздушные. Переходим в следующую арочку, привязываем этот лепесточек к мотиву. И у нас получился 2-й лепесток нашего мотива. И так до конца ряда. Провязав до конца ряда, в конце ряда мы делаем 3 воздушные петли и соединяемся в первую петлю. Нам нужно закончить этот лепесток соединительной петлей. Все, мы с вами закончили 4-й ряд. У нас получилось 6 лепестков. Теперь 1 воздушная петля. Мы заходим в этот же столбик без накида предыдущего ряда и провязываем в него столбик без накида. 1. 4 воздушные петли. Теперь в этом ряду мы работаем только с арочкой, которая находится у нас внутри лепестка между пышными лепестками. Мы заходим в арочку, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим между лепестками, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим между пышными столбиками и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Заходим между пышными столбиками, провязываем столбик без накида. 4 воздушные петли. Столбик без накида предыдущего ряда. 4 воздушные петли. Заходим между лепестками. 4 воздушные петли. Заходим в столбик без накида предыдущего ряда. 4 воздушные петли.
Заходим между лепестками. 4 воздушные петли в конце ряда заходим в столбик без накида предыдущего ряда. Соединительной петлей. В конце ряда у нас соединительная петля. Делаем еще одну воздушную петлю и обрезаем нить. Мы с вами связали цветочный мотив. Это лицевая сторона, так как у нас вязание по кругу, а это изнаночная. Спасибо, что досмотрели мое видео до конца. Ставьте лайки, делитесь с друзьями в группах и соцсетях. А всем пока-пока.